О7! Я Мари, это экстренный выпуск Sky News, и сейчас будет сказка о самом крупном сражении в истории ИФ-Экос для самых маленьких и взрослых капсулят. Во всякие времена в особом почете были справедливость да праведность, и испокон веков богатыри да воеводы мужеством и храбростью своею наводили порядок, дошла слава за ними широкая, да история о них глаголила, как о победителях. А коли так, держите сказание про бравых стрельцов, удалых молодцов. Задеплоились однажды Red Sky в нули рядом с ФАТ-6, а жили там друзья друзей из квериосовской коалиции Тримарков, и звали их Crimson Null Kingdom. И сильно не понравилось Кримзонам, что рядом с ним живут такие люди, и позвали они своих соратников Тримарков. День в растяжку, ночь темная нараспашку, а третьего дня оседлали они свои корабли и перешли границу, да не предупредили своих же участников, да сменили флаги к Red Sky с лазоревых на алые. А Реды в то время едва-едва хозяйство устроили, витязей бравых выставили охранять сие добро да золото, с бистом обмолвились о бренности ПВП. И пошли Тримарки войной на аутпост Редов, а Кримзоны встали блобом в 80 молодцев, не давали андокнуться флотом помощников Редов. Так и в Рейнфорс полетел он с пробитым щитом под огнем 200 лазерных установок Тримарков. А пока мест возле станции ФАТ-6 подымали богатыри свои орудия, чтобы вызволить товарищей своих с Андока. И случилось побоище страшное, и разменялись Реды и Кримзоны кораблями, но не смогли отбить Андок. И лагофнулись в космосе, да так, что огнем дышат, полымем пышет. Наутро спешно созвали всех богатырей храбрых, и план думали о спасении станции и противостоянии превосходящим силами Тримарков. Началось сражение единения, и длилось оно 12 часов, как 12 месяцев. А средь бела дня, пока противник почивал, все мощи производственные под покровом еженочных и ежечасных флотов были отосланы в безопасную станцию. Андок станции ФАТ-6 был очищен да обезопасен для формирования и переоснащения богатырей. Немедля куплены были щиты да снаряжение всякое, корабли новые да надобное для восстановления корабля, утерянного для каждого богатыря. В то время воеводы, не смыкая очей, следили за станцией и организовывали вояк. Тем часом в дипломатическом вече ширилась прочая служба, и найдены были недруги Тримарков в Квериусе, да заключили они временный пакт о защите и взаимопомощи в искоренении врага. И создан был оперативный штаб, который на 3 языках иноземных разъяснял дела богатырям. Ко времени надобному братья союзников расширилось. На подмогу пришел союз славянских корпораций из Квериуса – Inflames, One Red, Рус, Родина. А ровно как и заморские варяги с северо-запада, Terran Federation и группа корпораций Dead Space и EVA. Потолковали о плане новые союзники, да отправились воплощать онный. На пути следования Тримарков была западня Логин-Трэп придумана. И в сей час, как флот врага прошел через нее, богатыри славянских корпораций из Квериуса зашли в игру, да напали на растянувшийся строй врага, да потери понес враг малые. И ушли славяне в систему ФАТ-6, где их поджидали флоты корпорации Red Sky. Богатыри из Red Sky держали оборону крепкую. Защищали станцию до последней минуты, покуда все воины Инфлеймов и их содружеников не вышли из нее, да только на ту пору развернули все флоты и отправились по белу свету к главной цели Тримарков. Перегруппировались в системе аутпоста и заблокировали врата парадные кемпом, затем, чтобы проход каждый был всяко наказан сбитыми кораблями супротивника. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Достали ждать богатыри Red Sky под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звездами. На соседних вратах такой же кемп держали други Обфорса. Сам аутпост на охранение варягам дали из Terran Federation, Dead и EVA. Услыхали команду, что через Обфорс рвется флот противника, каковой решил не останавливаться на вратах и прорываться вглубь системы. И оставили Red Sky свои врата, да поспешили на помощь собрату. Но Тримарки уже были готовы рельсы булатные поднять над головами бравыми и выставлять флоты в грид аутпоста. И пришла рать молодецкая, полчище из 500 богатырей, а с молодецкого посвисту пыль столбом, да засверкало лагами все пред лицами ясными так, что затмило солнце до звезды. Red Sky сделал аутпост доступным для всякого, ибо недруг уже раскрыл местоположение его и незачем было упрячивать. Пополнили запасы орудий и сформировались под покровом станции. Ждали-дожидались, но вот Тримарки зашевелились, да и прыгнули на станцию со всех сторон.
Началась такая битва, что ни словом сказать, ни пером описать. Из грида выбрасывает, да вояки обратно в бой спешат. Все мерцало да лагало, воеводы не сказывают ни слова за тем, что без пользы то было бы. Так и молчали они в тишине гробовой, а богатыри все умом и силами в бою. Кое-когда только вояка один-другой говорил, что смерть его забрала, и летит он в капсуле своей, дабы нехоженный корабль себе взять. И тем часом начала броня Тримарков трещать по швам, а лучей лазерных все меньше да меньше стало. Кое-кто тогда же и в бой не пошел, а станция урон получила малехонький, ибо лазеры худо повреждают бронеплиты прочные. Коли так, воеводы Тримарков попытались флоты увести с поля боя, да на выходе из системы недуманно-негаданно, как обухом по темени, появились флоты ударные пиратской корпорации Black Sky, да хаос сеяли в колонны отступающих недобитых противников и перемалывающих в своей засаде всех до единого, как в чисто полюшко. Всего-навсего 20-30 кораблям удалось избежать уничтожения в этой битве. Red Sky отстоял свой аутпост и право жить-поживать в этом регионе. Опфорс обрел опыт ценный в битвах больших да страшных. Богатыри из Квериуса и варяги Эва Стерн Федерейшн сызново получили счастливый случай поквитаться со старыми недругами, а Тримарки отступили в освояси, да потеряли 90% своего флота боевого, новоявленные батл-крузеры, военные крейсера прокачанные и целую пригоршню кораблей размера малого. А Crimson Null Kingdom даже мощи свои производственные забирал со станции ФАТ-6, за тем, что понимание к ним пришло, что означает соседствующая с ними цитадель Red Sky. Да не будет им покоя в системах близлежащих. И пошли они жить-поживать, да добра наживать и лихо избывать, да не видал их никто более. Вот тебе, пилот, сказка, а нам лайк и бубликов связка. Все, кто слушал, молодец, а кто лайк поставил и подписался, вообще солнышко. До новых встреч, капсулята!